И всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать новостную неделю по таким играм, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. С момента выхода дополнения Iowa в American Truck Simulator мы получаем невероятное количество отзывов, фотографий, видео, комментариев в наших официальных социальных сетях. Для нашей команды всегда большая радость видеть, как вам нравятся дороги, достопримечательности и пейзажи, над воссозданным которых мы так усердно трудились. Как и в случае с предыдущими дополнениями, мы рады предоставить вам некоторые творения нашего лучшего сообщества всех времен, пока вы исследуете все, что можете предложить Айова. Ссылочка на данный видеоролик будет расположена в посту. Хотите поделиться чем-то интересным из своего путешествия по Айове? Не забудьте отметить нас тегом Круиз Айова в Twitter, Galaxy, Instagram, Facebook или TikTok, или поделиться своими мыслями на официальных форумах соцсферы. Огромное спасибо всем, кто уже поделился с нами своими приключениями. Продолжайте публиковать посты, нам нравится видеть, чем вы занимаетесь в дороге. Мы также связались с различными авторами контента в интернете, чтобы узнать их мнение дополнения Айова. Ознакомьтесь с некоторыми из их отзывов ниже. Мы очень ценим их мнение и время, которое они тратят на создание контента о наших играх. Обязательно подпишитесь на их канал, чтобы выразить свою поддержку. SSSVR снова это сделала. Мне очень понравился контраст между поездками по маленьким отдаленным городкам и крупным шумным городам. Благодаря этому все штаты кажутся живыми и разнообразным. Было очень весело ехать по тихим проселочным дорогам, а затем выезжать на крупные автомагистрали, такие как Ай-80. Конечно, одним из первых мест, которые я должен был посетить, была самая большая стоянка для грузовиков. И Свейр меня не разочаровала. Она просто огромная. Новая и уникальная отрасль, это просто фантастика. Кроме того, на карте так много маленьких и больших достопримечательностей, внимание к деталям просто невероятное. Я всегда мечтал побывать на самой большой в мире стоянке для грузовиков, но никогда не думал, что эта игра поможет мне осуществить эту мечту. Дополнение Айова удивило меня своей реалистичностью. Остановиться на самой большой в игре стоянке для грузовиков и просто насладиться моментом — это был один из тех моментов, которые напоминают тебе, почему АТС такая особенная. Это больше, чем игра, это способ исследовать страну так, как ты представляешь себя не мог. Дополнение Айова для American Truck Simulator еще одно великолепное дополнение к линейке расширения игры. Будучи любителем деталей, начал свое путешествие в Де-Мойне, где провел больше часа, восхищаясь тщательно проработанными догородскими пейзажем. От знаковых зданий и памятников до ярких цветов, украшающих окрестности. Внимание к деталям впечатляет. Желая узнать больше, я отправился в путешествие по штату, проезжая из города в город и открывая для себя реальные достопримечательности, прекрасные воссозданные команды разработчиков. Спасибо SSVR за то, что сделали Айову. Относительно равнинный штат визуально привлекает и далек от монотонности. Даже после нескольких часов игры я все еще впитываю новые детали, такие как губка, хотя мне еще предстоит найти ту неуловимую лошадь и повозку Мишей. Если вы хотите часами исследовать мир и получить удовольствие, вам обязательно нужно дополнение Айовы. SSVR продолжает поднимать планку, стремиться к реалистичности и техническому совершенству. Я уже с нетерпением жду, что он выпустит в следующий раз. С каждым дополнением к игре стандарты качества становятся все выше. Мелкие детали дополнения Айова просто великолепны. Я не знаком с Соединенными Штатами, так как я из Европы, но управляя грузовиком в American Truck Simulator, я действительно чувствую атмосферу реальной жизни. Поздравляю всех, кто участвовал в разработке дополнения. Завершая этот пост, мы хотим выразить искреннюю благодарность за вашу неизменную поддержку. Ваши содержательные комментарии, щедрые отзывы и полезные предложения очень важны для нас. Наша команда всегда стремится создавать для вас лучший контент, и ваша поддержка вдохновляет нас. Спасибо. Ссылочка на данное дополнение будет расположена в описании данного видеоролика. Вам нравится проверить свои знания географии и детективные навыки? Тогда вас ждет кое-что интересное. В этом блоге мы расскажем вам о грядущем дополнении Illinois для American Truck Simulator.
Дополнение Иллинойса демонстрирует разнообразные ландшафты штата Прерии, от шумных городских центров и знаковых небоскребов до тихого очарования мелких городков и открытой сельской местности. В предыдущем посте мы уже немного рассказывали о том, как может выглядеть Куинси, но теперь ваша очередь выяснить, где были сделаны эти новые снимки. Как думаете, сможете ли вы определить реальные места, изображенные на каждом из скриншотов ниже? Делитесь своими предположениями в комментариях и давайте разгадаем эту тайну вместе. Нам не терпится узнать, сколько из вас смогут правильно определить место, которое мы показали. Помните, что дополнение все еще находится на ранней стадии разработки. Но мы надеемся, что этот блог даст вам представление о том, какая захватывающая работа ведется. Если вы с терпением ждете возможности исследовать Иллинойс за рулем, не забудьте добавить дополнение Иллинойса в список желаемого в Steam. И подписаться на нас в Twitter, Facebook, Instagram, Galaxy, TikTok и YouTube, или подписаться на нашу рассылку, чтобы получать последние обновления. Ссылочка на данное дополнение будет расположена в описании данного видеоролика. Мы меняем курс. Сегодня мы рады предоставить вам запланированное дополнение к предстоящему модулю путешествий в American Truck Simulator, набор автомобилей Ford. Для тех, кто пропустил наше предыдущее объявление Road Trip, это совершенно новое дополнение к АТС, которое предлагает более динамичные способы исследовать игровой мир, выходящий за рамки традиционных грузоперевозок. Этот новый игровой модуль позволяет игрокам сесть за руль различных транспортных средств, расширение возможностей АТС, сохраняя при этом дух открытых дорог. В набор Ford Car Pack представлен один из самых знаковых автомобилей, когда-либо колесившихся по американским дорогам. От легендарных пони-кара до современных рабочих лошадок и пикапов. Игроки смогут сесть за руль культового Мустанга 1967 года, универсального F50 2023 года, современного Бронса 2023 года и легендарного Ford Crown Victoria 98-2012 годов. Однако обратите внимание, что мы все еще уточняем детали для каждого автомобиля, включая конфигурации, двигатели и варианты отделки, которые мы планируем подтвердить и сообщить вам позднее. После выхода Ford Pack или любого другого пакета автомобилей для Road Trip игрокам станет доступен игровой модуль Road Trip. Это означает, что наличие этого или любого другого будущего DLC для Road Trip откроет доступ к новому захватывающему игровому процессу. Это небольшой шаг вперед для АТС, и мы с нетерпением ждем, как вы будете исследовать дороги на этих легендарных автомобилях. Мы невероятно благодарны компании Ford за доверие и сотрудничество. Благодаря их поддержке мы смогли точно воссоздать некоторые из самых знаковых автомобилей в American Truck Simulator. И мы гордимся тем, что они стали частью этого захватывающего нового проекта. Думаете, вы готовы отправиться в путь в истинную фордовскую стиле? Не забудьте добавить набор автомобилей Ford для American Truck Simulator в список желаемого в Steam уже сегодня, чтобы быть в курсе последних событий в Road Trip. Обязательно подпишитесь на нашу рассылку и следите за нами в Twitter, Facebook, Galaxy и Instagram. Ссылочка на данное дополнение будет расположена в описании данного видеоролика. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. В нашем предыдущем блоге мы рассказали о некоторых городах, которые появятся в нашем предыдущем дополнении Луизиана для American Truck Simulator. Сегодня мы возвращаемся со второй частью, в которой рассмотрим еще 4 локации, которые смогут посетить и в которые смогут доставлять грузы водители. От промышленных портов до небольших пограничных городков. Давайте поближе познакомимся с тем, что нас ждет. Лейк Чарльз. Расположен в юго-западной части Луизианы, представляет собой динамичное сочетание тяжелой промышленности и индустрии развлечений. Здесь находится несколько химических заводов и нефтеперерабатывающих предприятий, что делает его одним из важнейших промышленных центров штата. Ну, у города есть и другая сторона. Здесь много высотных отелей и роскошных казино, что делает его центром ночной жизни и отдыха. Посетите таких промышленных гигантов, как нефтеперерабатывающий завод, или полюбите знаменитыми курортами и аркадными. Хотя вы не сможете посетить это развлекательное заведение, наша команда создала их в мельчайших деталях, оживив некоторые из этих известных достопримечательностей.
Недалеко от границ с Техасом находится Де Риддер, очаровательный мелкий городок, окруженных лесами и известными своей деревоперерабатывающей и бумажной промышленностью. И несмотря на скромные размеры, его промышленность играет важную роль, и лесопилка и бумажная фабрика здесь будут задействованы в наших поставках. Игроки также смогут увидеть некоторые из самых знаковых достопримечательностей Де Риддера, в том числе историческую готическую тюрьму, редкий образец местной архитектуры, и здание окружного суда Борегар. Скромное очарование и региональный колорит города создают ощущение неторопливости по сравнению с более крупными городами Луизианы, но это не значит, что здесь не нужно работать. Порт Фуршон. Это не город в традиционном понимании, а обширный промышленный райцентр, расположенный на самом южной конечности Луизианы. Этот район известен прежде всего своей ролью в нефтегазовой отрасли. Находится рядом с верфями, нефтяными терминалами и оживленным речным портом. Все это представляет в дополнение. В отличие от других мест в штате, порт Фуршон выглядит суровым и потрепанным непогодой, ведь за эти годы он пережил множество ураганов. Это дало нашей команде уникальную возможность запечатлеть менее ухоженную среду, отражающую реальные проблемы, с которыми сталкивается этот важнейший порт. Александрия расположена в центре штата, где пересекаются многие крупные автомагистрали Луизианы. I-49, USA 165, USA 167 и USA 71, что делает ее важным транспортным узлом штата. Для водителя это означает, что множество вариантов маршрутов и возможностей для перевоза грузов. В игре вы будете перемещаться по этому логистическому центру, замечая местные достопримечательности, такие как крупная электростанция, несколько необычных церквей и обширная городская территория, которая на протяжении многих поколений делает Александрию связующим звеном между регионами. Независимо от того, приезжаете ли вы мимо или осуществляете доставку, это ключевая остановка для любого водителя. Мы надеемся, что вам понравился сегодняшний блог. Не забудьте добавить дополнение Луизиана в свой список желаемых в Steam и подписаться на наши Twitter, Instagram, Facebook, Galaxy и TikTok, чтобы получать новости о наших играх прямо в ленту, или подпишитесь на нашу рассылку, чтобы оставаться в курсе. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами новыми материалами в будущем. Ссылочки на данный DLC будут расположены в описании данного видеоролика. В специальном посте в блоге мы с радостью расскажем вам о грядущем дополнении Nordic Horizons для Евротрак Simulator 2. Мы поговорили с его руководителем отдела карты ETS и о творческом и техническом процессе, который позволил воплотить в жизнь современные пейзажи, от сложных дорожных сетей до знаковых достопримечательностей. Его рассказывает о том, как команда создает захватывающий опыт для игроков, исследующих северные регионы Европы. Его играет ключевую роль в формировании как общей картины, так и мельчайших деталей проекта. На вопрос о том, в чем заключается его работа, он ответил: как один из ведущих картографов в Nordic Horizons, я отвечаю как за крупные, так и за мелкие компоненты проекта, как за его общую структуру, так и за повседневную работу. В настоящее время он занимается мониторингом прогресса и представлением обратной связи. Хотя его участие в проекте со временем меняется, до этого я работал над базовым планированием городских и дорожных сетей, а еще раньше я сотрудничал с исследовательской группой, занимаясь оценкой времени, составлением списков ресурсов и тому подобными задачами. Размышляя о своем опыте, полученном в процессе разработки, Ива рассказал, что у него была возможность воочию увидеть то, что послужило источником вдохновения. На вопрос, посещал ли он Норвегию, Швецию или Финляндию, он ответил: да. Я действительно участвовал в исследовательских поездках на ранних этапах разработки проекта. Это был фантастический опыт, и я очень рад, что у меня была возможность посетить многие места, которые мы воссоздаем. Команда позаботилась о том, чтобы охватить все страны, входящие в состав DLC, и запечатлеть разнообразный ландшафт. Это был важнейший шаг для передачи духа региона. Описывая процесс исследований, лежащих в основе Nordic Horizons, Ива подчеркнул его важность. Исследование – фундаментальная часть каждого нашего проекта, и она начинается задолго до создания карты. Команда активно использует онлайн-ресурсы для сбора информации обо всем, от правил дорожного движения, отраслей промышленности до культурных и природных достопримечательностей. Все это, а также наши внутренние правила повлияли на масштаб и планирование проекта. На вопрос о том, что
больше всего выделяется в плане дизайна или архитектуры карты, Иво ответил, что это масштабный регион. Без сомнения, это огромное расстояние. Мы охватываем амбициозную большую территорию, богатую потрясающими природными пейзажами, но за исключением некоторых участков побережья, очень малонаселенную. Он отметил, что эти реалии требовали непростого выбора. Чтобы наш игровой мир работал, нам пришлось пойти на некоторые компромиссы. В некоторых местах пришлось сократить количество городов, а в других мы давали небольшие, но важные поселения в стратегических важных точках, чтобы поддержать экономический поток. Без них в некоторых районах из-за больших расстояний у игроков могли бы не быть возможности найти работу. Такие компромиссы иногда необходимы из-за масштаба нашего игрового мира. На вопрос о том, что он больше всего хочет увидеть завершенным на карте Nordic Horizons, Иво ответил: мне посчастливилось наблюдать за тем, как наш талантливый дизайнер карт воплощает в жизнь прекрасные сцены, и хотя некоторые из них еще нуждаются в доработке, многие локации из моего личного списка желаний уже воплощены в жизнь, и это очень приятно. Если мне нужно было выбрать что-то одно, я бы особенно обрадовался тому, что игроки смогут доехать до Нордакапала, самой северной точки материковой Европы. Оглядываясь на свою карьеру, Иво объясняет, как изменилась его роль по сравнению с предыдущими проектами. В ответ на вопрос о похожих работе, которую он выполнял, он сказал: «Раньше я работал дизайнером карты в Nordic Horizons. Мой первый проект в роли ведущего дизайнера карт. Это большой сдвиг. Хотя он по-прежнему иногда участвовал в создании небольших сцен, теперь его сфера деятельности шире. Моя подпись присутствует в больших частях города и дорожной сети. Хотя конечный визуальный результат — это результат совместной работы многих талантливых людей». Что касается самого процесса, Иво рассказал, что принесло ему наибольшее удовлетворение. «Мне понравилось наблюдать за развитием карты и за тем, как упорный труд нашей команды постепенно выливается в впечатляющее расширение». Я добавил, что на каждом этапе разработки есть свои трудности, но и есть свои преимущества. Масштаб проекта во многом превзошел мои ожидания, и каждый этап разработки ставит новые задачи. Отвечая на вопросы о достопримечательностях, которые могут заинтересовать игроков, Иво подробно рассказал о них. Если считать природные ландшафты достопримечательностями, то их бесчисленное множество. Но если говорить о рукотворных достопримечательностях, то мы включили в игру немного таких: величественный арктический собор в Тромсе, живописные городские центры с церковями, ратушами и железнодорожными станциями, промышленные достопримечательности, такие как шахты в Курине, и необычные туристические места, например, деревня Санта в Раваньеми. Наконец-то, когда его спросили, что, по его мнению, больше всего понравится игрокам в дополнении Nordic Horizons и что им стоит упускать, он ответил однозначно: определенные сами пейзажи, расстояние и уединение. Он описывал путешествие по дополнению как нечто преобразующее. Я бы посоветовал вам отправиться с юга на север, и вы увидите постепенное изменение растительности, увеличение продолжительности светового дня и обширное пространство красиво, почти нетронутое дикой природы, говорит Иво. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать больше об этих грядущих дополнениях к карте по мере его разработки. Следите за нашими новостями в социальных сетях: Twitter, Instagram, Facebook, Galaxy и TikTok. Или подпишитесь на нашу рассылку, если вам не терпится исследовать северные регионы. Обязательно добавьте дополнение Nordic Horizons в свой список желаемых в Steam. Ссылочка на данное дополнение будет расположена в описании данного видеоролика. Мы рады поделиться с вами захватывающей новостью о проекте, который активно развивается в софтвере. Сегодня мы официально представляем совершенно новый DLC в разработке сельскохозяйственного оборудования Крона, который появится как в Euro Truck Simulator 2, так и в American Truck Simulator. Эти новые дополнения знаменуют собой новую главу в нашем постоянном сотрудничестве с Крона, всемирно известным производителем высокопроизводительной сельскохозяйственной техники. Опираясь на успех набора прицепов Крона для ETS-2, мы расширяем ассортимент и предоставляем вам совершенно новую линейку аутентичного официального лицензированного сельскохозяйственного оборудования под брендом Крона.
независимо от того, путешествуете ли вы по живописным сельским угодьям Европы или перевозите грузы по обширным территориям американского центра. Дополнение крона для сельскохозяйственной техники предложит вам выбор реальной сельскохозяйственной техники, которая отражает разнообразие и мощь современной сельскохозяйственной логистики. В обоих этих дополнениях появятся новые типы грузов. Крупногабаритные сельскохозяйственные машины, которые используются по всему миру, от комбайнов и пресс-подборщиков до граблей и косилок. Все эти тщательно спонделированы, чтобы обеспечить высокий уровень детализации и реалистичности. Эти машины будут перевозиться на специализированных прицепах, что создаст вам новые трудности при доставке и подарит виртуальным дальнобойщикам новые впечатления по обе стороны Атлантики. Дисковая косилка, коробоуборочный комбайн, кондиционер для газонкосилок, роторные грабли, пресс-подборщик, квадратный пресс-подборщик, фургон. Дисковая косилка, кормоуборочный комбайн, кондиционер для газонокосилок, роторные грабли, пресс-подборщик, квадратный пресс-подборщик, фургон. Кроме того, мы представляем несколько аксессуаров крона, которые вы можете использовать для украшения интерьера своей каюты в обеих играх. Пока мы дорабатываем детали модели интеграции игрового процесса, мы хотели бы заранее привлечь наше сообщество, потому что мы искренне рады этому. Дополнение крона сельскохозяйственного оборудования станет уникальным и захватывающим дополнением к логистическому ландшафту как в ETS 2, так и в АТС. Просто имейте в виду, что все, что вы здесь видите, находится в стадии разработки и может не соответствовать конечному продукту. По мере приближения релиза мы будем публиковать больше скриншотов и подробностей. А пока будьте уверены, наша команда усердно работает над созданием чего-то особенного для всех поклонников тяжелых транспортных средств и сельскохозяйственной техники. В список желаемых в Steam кроны. Итак, вы готовы управлять серьезной техникой. Не забудьте добавить, оставайтесь на связи с нами в Twitter, Facebook, Instagram, Galaxy, TikTok и YouTube. Или подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать все последние обновления. До встречи в пути. Ссылочка на данное DLC в ETS и в ATS 2 будет расположена в описании данного видеоролика. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Вы можете оформить подписку на Boosty или ВК Донат. Вы сможете увидеть файлы моменты с прохождений, также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов, доступ к закрытому телеграм-каналу, где будет реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛС ВК, ссылочка находится в описании данного видеоролика. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая новостная неделя была. С вами был, как всегда, я, Михаил, с канала Пейкмейкер. Не забывайте на действия, которые видите прямо на вашем экране, на лайк, колокольчик и подписка на канал. Всем пока.